Здравствуйте, дорогие мои друзья, гости моего канала. Я сегодня сделаю расклад на тему «Откровенный разговор с ним». Да, вызовем мужчину и посмотрим, поговорим с ним, что он нам расскажет. Выбирайте колоду или смотрите все видео. Я начинаю с Ленорман. Итак, давайте посмотрим, что у него в мыслях, в голове. Что он нам расскажет? Какая-то острая ситуация, возможно, у него в доме, да? И даже, может быть, в обществе. Что-то его на самом деле беспокоит. Он хлопочет о чем-то, может быть, по поводу дома. Может быть, он хочет купить дом или что-то связанное, или, может быть, какие-то другие моменты, связанные с домом. И также карта Луны показывает на острые ситуации с родственниками. Может быть, у него есть проблемы с разделом каким-то, да, и вот это у него происходит в голове. Он отдаляется от кого-то в его доме, от каких-то женщин. Может быть, это женщина по материнской линии вполне тоже себе может быть. И он отдаляется от отношений с этими людьми. Он сейчас думает о том, как бы ему изменить что-то в своей жизни. Он хотел бы, возможно, уехать в какой-то другой дом, да? Здесь так мне карты показывают. И вроде как бы постоянные какие-то разговоры о наведении мостов, они тоже ему не делают, ну, как бы они не дают ему решения вопросов, вот, которые касаются его жизни. Возможно, у него такая ситуация, что он то мирится, то ссорится, и в итоге вот получается так, что устал он уже от этого, ему уже тяжело от всех этих разговоров, да, то тяжелые, то примирительные. Он от этого, от всего устал. Он вот это хочет сказать, он вот это хочет нам рассказать, показать. То, что там, где он сейчас, ему не так все это и легко. Я не могу сказать, что прямо все плохо. Нет, это не такая энергетика, но тем не менее то, что ему как будто бы просто вот все достало. Да, вот так вот. И я еще карту итоговую возьму. Ну, она говорит о том, что он хочет написать. Он хочет написать, а кому он хочет написать? Может быть, он просто в голове своей. Кому-то, кто далеко, кто где-то далеко находится, не рядом с ним, да, не рядом с ним. Ну, вот такой вот момент. Давайте, знаете, дальше продолжим, и я посмотрю, что у него на сердце. На сердце он, конечно, хотел бы ключевого разговора, касающегося отношений. Касающегося отношений. Он, может быть, хотел бы открыть этим ключом дверцу какой-то любви. Любви, возможно, для вашей любви, да. Здесь он долгое время, возможно, следит за вами или наблюдает где-то за вами. Вот. Но думает также, нужно ли примирение, нужно ли, может быть, решить какой-то вопрос нужно в ваших отношениях. У всех по-разному уже расклады общие, да? Ага, видите, здесь идет запутанная ситуация, и ему от этого нелегко, у него вот неприятности могут быть, потери, связанные с отношениями, у него сейчас на сердце может быть из-за той ситуации, которая в обществе сложилась. Здесь, скорее всего, или вот с родственниками, или с бывшими, или с какими-то другими
женщинами в его жизни. Да. И все это вот он перемалывает не только в своем сердце, но и в голове. Он хотел бы перемен других к лучшему. Он хотел бы встретиться с кем-то. У него конфликты в обществе, но тем не менее у него есть любовь. Любовь к женщине, с которой он сейчас, скорее всего, не рядом находится. Сейчас может быть между вами конфликт или ссора, да, какая-то была. Но у некоторых это может быть просто страсть, да, то есть у вас может быть просто с ним страсть. И здесь карты показывают, что он все равно имеет чувство любви, и на сердце у него есть любовь к своей женщине, которую он считает красивой. Это женщина, та, которая смотрит этот расклад, да. Но между вами сейчас могут быть расстояния, могут быть отдаления из-за ситуации, которая в вашем обществе. А он переживает, сердце его переживает из-за любви. И из-за того, что где-то он не может решить какие-то вопросы. Он хотел бы убрать вот эту ситуацию, запутанную из своего общества. И поскольку у него, видимо, нет такой пока возможности, он переживает. Вот. Это то, что у него на сердце, это то, что у него было в голове. Ну, то есть в голове сейчас. Нам надо посмотреть, все-таки будет ли он делать какие-то действия. И я эти карты заберу. И сделаю на оставшихся. Какие он будет делать действия по отношению к вам? По отношению к вам, конечно, он будет себя проявлять как мужчина. Во-первых, здесь однозначно он надевает маску, скорее всего, ему нужно будет делать какой-то выбор в своей жизни. Это все не просто так. И здесь, смотрите, пока он не сделает выбор, у него жизнь не изменится. А здесь карты вот ночного уровня, смотрите, вы очень он чувствует, он знает, что на ночном уровне вы пара, которая, видите, прям, да, на одном уровне даже, на одном уровне вышла, и на одном уровне карты показывают. На ночном уровне вы просто с ним одно целое. Он хотел бы с вами помириться, он хотел бы с вами наладить отношения. Здесь любовь у него к вам однозначно. Хотел бы с вами встречи. И поскольку здесь мы спрашиваем его действия к вам, он будет идти к вам. Он выбирает отношения с вами, его к вам тянет. Он будет с вами мириться, он будет пытаться каким-то образом с вами встретиться. Вы для него близкий человек. Вот, вы для него близкий и родной человек. Ну что ж, раз так получается, я хочу спросить у карт, что будет? Что будет между вами? Ну, смотрите, что, да, делается. Выходит он, и выходите вы. Карты говорят о том, что он хотел бы, вот будущее между вами, это то, что вы получите информацию, он хочет вам написать, он хочет дать о себе знать и сказать, что без вас ему очень одиноко в жизни. То же самое могли бы сказать и вы. Здесь вот люди, которые скучают друг по другу и которых тянет друг к другу, выходит. У вас есть, конечно же, будущее. Исходя из таких карт, есть большое будущее. Но также есть препятствия, которые, если вы не уберете из своей жизни, они вас могут разлучить. Поэтому обратите внимание на эти моменты.
А ваш мужчина обязательно услышит этот расклад, потому что люди, связанные друг с другом, они чувствуют, и с ними могут происходить одинаковые вещи на расстоянии. Я хочу посмотреть теперь. Это уже доказано, и были уже эксперименты по квантовой физике, да? Даже если эксперименты и с ботинками были, один там с левой, другой правой, один убираешь на расстоянии, что там происходит, да, с другим, и с носками, то есть это уже доказанные и подтвержденные факты о связи и взаимодействии соприкасающихся частиц. И давайте посмотрим вот на этой колоде, посмотрим откровенный разговор с ним. Что нам эта колода расскажет, что у него в голове. Так. У него в голове одиночество. Если у него есть брак, он себя там чувствует одиноко. Если у него есть какие-то отношения, даже вот может быть с вами, он себя чувствует одиноко. Он мечтает о глотке свежего воздуха в отношениях. Вот для некоторых это так может проиграться. Ну, это, видите, здесь есть какие-то обстоятельства или лица, которые не дают ему радоваться жизни, которые забирают у него энергию. Он хотел бы все-таки нового, чего-то в своей жизни. Здесь, видите, карты показывают на то, что он всеми своими мыслями готов стремиться к новым горизонтам. Он мечтает о любви в доме. И о том, чтобы общаться с любимым человеком, написать ему письмо. Это можете быть, конечно, и вы, но ему тогда не хватает чего-то, если в вашем окружении какие-то люди, которые, или обстоятельства, которые так влияют на ваши отношения, что ему плохо, но тем не менее он вас любит. Либо же это человек, который имеет кого-то, но любит вас, да, и вы, возможно, находитесь на расстоянии друг от друга, и он о вас скучает и хочет написать вам письмо. Есть ограничения. Вот эти вот лица, которые имеются у него в доме, ограничивают даже возможность, может быть, общения с вами. Также он хотел бы, конечно, чтобы в вашей любви все было по-честному, да, вот так здесь идет мне, чтобы выполнить все обещания. Он вот думает, как бы выполнить мне все обещания, которые я ей давал. Почему у меня не получается что-то сделать? Хотел бы он глотка свежего воздуха в ваших отношениях. Давайте посмотрим, что у него на сердце. Он чего-то ждет, да, как вы видите. Ждет, может быть, связанное с работой, с тяжелыми обстоятельствами, ждет подарков судьбы, ждет каких-то перемен. Здесь очень сложная работа, вот очень тяжелая работа. Здесь в этой колоде 2 карты работы, и самая тяжелая, да, это вот это, как бы, как физическая такая работа. Но тем не менее он ждет подарков каких-то судьбы. Вот и другая работа. Может быть, сейчас все на сердце у него все связано с работой. Что-то делать, может быть, искать работу, может быть, 2 работы. Вот он очень трудоголик, видимо, человек, который очень давно и долго работает. И сейчас, кстати,
Сейчас это все заканчивается. Может быть, сейчас какая-то работа у него, он лишится, или что-то уходит. Может быть, вот то, что он очень долго и тяжело работал, ни на одной, может быть, работе, это будет заканчиваться. И он думает, это его, не то что мысли, это у него на сердце, он, может быть, считает, что лучше что-то закрыть в своей жизни. Это также касаться может и отношений, да, сложных отношений, и более легких, и какие-то из них нужно закрыть. Вот это такое его может посещать. А у него могут быть родственники, которые являются фальшивыми персонами, да, в его доме, которые того и гляди хотят поживиться за его счет. Вот здесь мне так вот идет. Может быть, хотят у него что-то отобрать. Но и в итоге здесь выходит хорошая женщина. То есть здесь карты мне говорят о том, что у него может быть, как я уже говорила, двое отношений, да, я, может быть, не совсем правильно сказала. И вот здесь одни отношения, где в доме у него какие-то фальшивые персоны, а другие отношения это к хорошей какой-то женщине. И что вот к этой хорошей женщине, что вот он тут, да, вышел. Он хотел бы, он прячет за спиной своей, да, что у него есть любовь к какой-то хорошей женщине. И он понимает прекрасно, что прячет не то, что за спиной на сердце, да, а он понимает прекрасно, что ему нужно делать какой-то выбор, какое-то принимать решение в своей жизни. Что это касается родственных связей или других каких-то женщин в его окружении. Вот он понимает, что нужно принимать какое-то решение, что дальше так быть не может. Давайте посмотрим его действия. Будет ли он делать какие-то действия к вам. Так и его действия к вам. Карта перемен. Смотрите, если он далеко от вас, он обязательно приедет. Его карта здесь видит хорошим мужчиной, хорошим человеком. Он хочет перемен. Он хочет приехать. Он хочет поехать куда-то. Он хочет изменить свою жизнь. Но, к сожалению, для того, чтобы ему изменить свою жизнь, ему нужно что-то сделать вот с какой-то все-таки женщиной. Другая вышла здесь. Эта женщина ограничивает его передвижение, ограничивает его сотрудничество с другими людьми. Какая-то женщина здесь проявлена, и он ограничен. Почему-то не может делать никаких действий. Но он будет стремиться к этому. Да, конечно, он сейчас, возможно, думает о том, что я свободен, но его любой шаг, он будет иметь противодействие, противовес какой-то со стороны вот этой вот женщины. Вот такой вот момент. Но он будет идти, он будет добиваться чего-то, да, ну, получится ли у него вырваться из вот этих вот, из оков вот этих, ну, это, конечно, другой момент. Но давайте мы посмотрим. Давайте я возьму карту итога и посмотрим, получится ли у него. Обязательно получится у него изменить ситуацию, вырваться из оков и идти по направлению к своей фортуне, да, к своей любимой женщине, к вам. Вот такой расклад. Ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь, пишите комментарии и всего вам доброго. До новых встреч. До свидания.